Hey, всем привет, я Human Peach, и сегодня я решила вам в очередной раз показать свой скетчбук от Art Creation. Я даже, смотрите, не удаляла у него эту этикеточку. Я, конечно, ее прилепила, но она оторвалась на самом деле, то есть тут должна была быть еще какая-то часть, но ее уже нету, как видите. Мне очень нравится, потому что мне показалось, что эта этикетка очень хорошо дополняет саму обложку. Вот. Хотя вы можете просто ее оторвать, и будет у вас просто черный скетчбук. Какие у него минусы? Давайте сразу буду говорить. Ну, конечно же, и про плюсы тоже не буду забывать. Минусы. Нет, давайте с плюсов начнем. Плюсы. Вы можете рисовать в нем любыми материалами. Минусы, кроме акварели. Почему? Потому что для акварели, если вы не знаете, если вы не рисовали обычно акварелью, то для акварели нужны действительно плотные листы, намного толще, чем 140 грамм. Потому что обычно для акварели я использую листы от 300 грамм. Как вы понимаете, логично, она будет корёбиться, бумага, и не особо выдерживать акварельные слои, особенно если вы захотите полноценно порисовать акварелью. Вот, например, пример, как выглядит акварелька. Но это не значит, что вы не можете использовать акварель. Просто ее нужно использовать в меру и не добавлять очень много воды. Что еще? Очень крутой формат. Формат, размер мне нравится, потому что, я не знаю, просто так получилось, что по жизни я люблю квадратные форматы, а такой маленький и миниатюрный скетчбук всегда помещается в любую сумочку, и даже можно начать рисовать на улице, если у вас есть такая цель. Короче, удобный, универсальный, это не реклама. Просто реально нравится мне этот скетчбук, часто про него спрашивают, вот решила хоть в одном видеоролике описать свои чувства и какие-то, так сказать, сделать небольшой обзор на подобное. Сейчас все сами увидите, потому что здесь я использовала достаточно много материалов, поэтому вы сами можете посмотреть, как они выглядят на бумаге. Так что давайте приступим к обзору. Коротко о материалах, которые я использую в скетчбуке, это масляная пастель, сухая пастель, в основном, конечно, обычный карандаш, иногда это бывает уголь, но, если не ошибаюсь, вот именно в этом скетчбуке у меня его нету. Также акриловые маркеры, обычные маркеры, например, такие спиртовые маркеры, и акварель, совсем ее там немного, ну и цветные карандаши, конечно, без этого никуда. Так что давайте посмотрим еще раз этот скетчбук. Если вы не любите разговоры, речи и так далее, то можете посмотреть другой видеоролик, где будет просто музыка. Я постараюсь его оставить в конце этого видео. Так что, грубо говоря, этот обзор для тех, кто любит послушать, как человек болтает, ну и в целом, может быть, более подробно рассмотреть рисунки и послушать комментарии. Тут особо нечего комментировать, использовала несколько материалов, это обычный карандаш, цветные карандаши и пастель, как вы видите на фоне. Тут как раз таки угольный карандаш, работа получилась не супер объемной, добавляла небольшой акцент цветным карандашом, но не знаю, работа приличная, если бы я бы лучше знала анатомию или свет и тень. Следующее, это уже тут используются и спиртовые маркеры, и акриловые маркеры. Так и не скажешь, что тут используется много материалов, но в целом так и не должно казаться, я думаю. Тут просто масляными мелками выполнена вот такая зарисовка с натуры. Если не ошибаюсь, это было, когда я ездила на операцию, вот у нас был такой вид из окна. Тут просто обычный портрет. Вообще, в целом, я в этом скетчбуке изначально хотела сделать такой челлендж, типа 100 портретов, но поняла, что для меня это будет слишком скучно, и поэтому я не стала себя ограничивать в этом плане, и просто рисовала, что хотела, как хотела и так далее. Если вы не успеваете смотреть на рисунки, то можете, наверное, поставить на паузу. Здесь я использовала карандаши и масляную пастель, как вы видите, и, конечно же, обычный карандаш. Рисовала одну девочку из Инстаграма, на самом деле не помню, какой у нее ник, но у нее очень классный профиль в Инсте. Да, тут, кстати, если вы заметите, очень будет много пустых страничек. Это не просто так, а потому что в последующем я планирую эти зарисовки продавать на своем сайте. Вот, поэтому я всегда думаю заранее, но и в целом я не хочу, чтобы у меня рисунки отпечатывались на противоположных сторонах и портили другой рисунок. Вот, так что это небольшое объяснение, почему у меня бывают вот такие пустые местечки. Это мой автопортрет, как вы видите. Можете верить, можете не верить, но выгляжу я так. Тут просто зарисовка для акварельной работы, которую, кстати, я так в Инстаграм и не публиковала, если честно. Тут масляный эксперимент с масляной пастелью. Как вы видите, она достаточно таки плотная. Это, если не ошибаюсь, именно Mungo.
масляная пастель All Pastels. Очень нравится. У них есть несколько видов пастели масляной, и у меня вот примерно такой Gallery, типа. Она считается более мягкой и более профессиональной, чем остальные линейки. Тут у меня два варианта, потому что выполнялась все разной пастелью. Если вы видите, тут более плотная краска, а тут она уже, знаете, такая более прозрачная, например, особенно телесные цвета, они обычно реально очень прозрачненькие. Тут вам пример плохого неанатомичного тела. Ну, на самом деле, я его изрисовала вообще из головы. То есть это я не брала никакой референс, ничего такого. И я думаю, кстати, это очень полезно, потому что в последующем, если я буду обучаться, я смогу потом вернуться к своим старым рисункам и посмотреть, что вообще, какой уровень у меня был. Это тоже, кстати, просто из головы, но в целом я рисовала, была заинтересована в этом, потом решила продолжить ноги, как видите. Какие-то супер убогие шортики с крестиками у меня получились. Тут какие-то там записульки. Думаю, это не очень важно. Здесь просто тоже какие-то зарисовки для будущих работ. Возможно, они никогда не будут будущими работами, то есть не будут полноценными. Вот. Ну и в целом стала особо не заморачиваться насчет этого. Просто рисую, что в голову придет, то и нарисовала. Вот. Это просто... Ничего интересного. Здесь также я просто тренировалась рисовать портрет и использовала просто обычный карандаш. Это, если не ошибаюсь, я рисовала с какой-то очень популярной картины, не знаю сейчас автора. Просто пыталась скопировать вот именно тональность, которую он использовал в работе. Работа изначально у автора была нарисована в масле, я вот решила просто обычный карандаш для тренировки использовать. Также просто портрет. Чаще всего, когда я рисую такие маленькие небольшие зарисовки портретов, я стараюсь передать какую-то похожесть, либо атмосферу, либо как раз-таки понять вот именно тональность в плане, где какие части светлые, какие части темные. Вот и все. Если вы не видите, кстати, заметили, тут есть циферки, это я пыталась еще считать, сколько портретов я нарисовала. У меня очень много на отдельных листочках подобных маленьких зарисовок, но, возможно, в ближайшем будущем, когда я вернусь домой, я смогу собрать в единое и уже показать все свои вот такие небольшие зарисовки в одном видеоролике. Вот именно просто портреты. Тут у меня также какие-то зарисовки для того, чтобы придумать, как вообще расположить, как нарисовать. Но в целом ничего из этого я не выполнила, потому что мне не пришло еще. Значит, моя идея, так сказать, не завершилась в моей голове, поэтому я не знаю, как это изобразить на листе бумаги, потому что нет еще полноценного представления. Именно для этого я и делаю зарисовки, чтобы вообще понимать, смогу я это изобразить уже с цветом, без цвета, без разницы, в более большом формате. Потому что чаще всего зарисовки выглядят всегда почти удачно, но когда вы уже начинаете работать в цвете или на больших форматах, то это уже будет немножко выглядеть по-другому, потому что композиция может чувствоваться иначе. Тут вот просто такая романтичная зарисовка поцелуев. О, моя любимая часть — цветные карандаши. Я рисую ими не так часто, но ни одна работа цветными карандашами в моем инстаграме не обходится без внимания. Кстати, я честно вижу ребят, кто плюс-минус заимствует, так сказать, манеру, цвета. Ребят, я на вас не обижаюсь, ничего я вам не буду предъявлять, потому что я знаю, что вас мои подписчики могут в этом, как сказать, немножко угнетать. Вот, но в целом, если вам нравится и вы учитесь, то все окей, просто вы иногда можете написать, что вдохновились мной или все такое. Ну, это так, намек просто. Тут, кстати, я использовала маркеры, цветные карандаши. Если не ошибаюсь, это даже был не просто карандаш, а сангина. Хер его знает на самом деле. Вот, а тут что такое? Это интересный материал, как будто бы уголь. Я думаю, это уголь, потому что пачкается. Вот. И, как видите, очень редкий персонаж в моем скетчбуке — это мужчина. Мужчина с грыжами волосами. Так, кстати, вот смотрите, спиртовой маркер, он очень хорошо просвечивается, поэтому, если что, имейте в виду. Акриловые маркеры, кстати, не просвечиваются, а вот такие вот могут. Тут просто какие-то зарисовки, опять карандашный рисунок. Кстати, насчет карандашей, какие материалы я использую, то вы можете посмотреть мой предыдущий видеоролик, там я показываю все свои вообще арт-материалы, и там
есть карандаши, поэтому, если вам интересно, можете глянуть. А так это, на самом деле, я использую любые карандаши. Это почти всех брендов, которые у меня только есть. Поэтому тут особо, так сказать, не акцентирую внимание именно на бренде. Просто беру то, что у меня под рукой, и все. Это тоже просто зарисовочки. Я думала нарисовать себя, там природа и все дела, но в итоге даже делала выкраски отдельно на акварельной бумаге с цветами, но в итоге так... Нет, кстати, я нарисовала это на акварельной бумаге. Возможно, в последующем, когда я буду показывать свои акварельные работы, уже сделаю нарезку. Пока у меня не очень много акварельных работ, чтобы делать для них отдельный видеоролик. Тут тоже, кстати, карандаши обычные, но тут я еще использовала маркер, чтобы сделать акценты на глазах. Вот, видишь, такие черные оттенки, более насыщенные. Опять какие-то зарисовочки. Тут непонятно, что происходит. Чувак играет на гитаре. Уточки убили человека, возможно. Не знаю, что здесь происходит. Это, кстати, не мой рисунок, если не ошибаюсь. Это мне понравилась композиция как-то, сами уточки. И я, получается, нарисовала, не знаю, чтобы оставить это в памяти. Возможно, по этой причине. Вот, цветные карандаши. Не знаю, я стараюсь работать так послойно, то есть добавляю много цветов, потому что мне чаще всего нравятся такие яркие работы. И, конечно, они уже совсем далеки от референсов, тех, которые я использую для того, чтобы, так сказать, взять откуда-то лицо и примерные пропорции. Как видите, я тут немножко стараюсь отмечать. Всегда какие цвета я использую, чтобы мне потом самой, кстати, было легче, но я это делаю не всегда, к сожалению. Вот. Возможно, в будущем бы это кому-нибудь помогло. Это просто работа. Кстати, это вроде не из головы, просто сделала свою фотку и что-то такое нарисовала. Думаю, это выглядит нетипично для меня, потому что я такие цвета вообще никогда не использую. Вот прям, чтобы не было телесного цвета. Как видите, это опять грустно. Я смотрю вдалеке, я смотрю вдалеко, на закат или, возможно, кого-то и грущу, как видите. Кстати, рука даже неплохо нарисована, потому что обычно я не очень хорошо рисую это все. Вот, тут намеки на приставку, если не ошибаюсь. Я уже на самом деле забыла, почему я нарисовала на крестики-нолики. Так, пустые страницы, потому что здесь карандашный рисунок. Но мне на самом деле он не очень нравится, потому что не очень разумно использовала многие цвета. Вот, но как видите, я с карандашами просто экспериментирую, и поэтому не всегда сочетания выходят удачными. Это просто уже что-то неудачное, я потом решила это просто акриловыми маркерами закрасить. Если вы видите, они такие плотненькие, матовые, и на обратных страничках не просвечивают. Хотя уже что-то просветилось, скорее всего там, потому что я накапала. Тут тоже просто какие-то зарисовки, рыбки. Это, кстати, я вдохновилась, видеороликом Мамикса, где он к пираньям в аквариум залезал. И я почему нарисовала оторванную голову. Тут должны были быть пираньи, а тут должен был быть темный фон такой. Вот видите, это пример. Как это должно было выглядеть. Не знаю, я сомневаюсь, что это буду реализовывать когда-то в цвете. Тут вот такие вот интересные зарисовки. Видно, что по пропорциям и человеческое тело рисую очень хорошо. Очень прекрасно это видно, я думаю. Вот, тут тоже очень много персонажей. Тут тоже я рисовала типа автопортрет. Кстати, я рисовала это из головы, такой ракурс. Очень, кстати, сложно на самом деле. Тут почему-то недорисованный глаз. Видимо, мне перехотелось его делать, я не знаю. Рисунки на рисунках пошли. Тут... Ой, пойдемте дальше. Так. Тут просто очередной, симпатичный портретик. Тут уже не совсем симпатичный портретик. Это у меня было такое настроение примерно. Я не знаю просто, как я могу такое описывать, если оно все описывает за меня. Так. Как видите, к простым карандашам я начала добавлять какие-то цветные акценты постепенно, потому что начиналось все с... Ладно, тут, видимо, не начиналось все. Давно, видимо, начала добавлять цветные акценты. Ладно.
Хотела сказать, смотрите, прогресс. Но вообще, если, наверное, смотреть и сравнить мои старые скетчбуки, предыдущие, то, возможно, он заметен в том плане, что я добавляю намного больше цветов и в целом начала работать больше цветом. Вот такой вот портретик. Тут уже больше маркеров и меньше карандашной работы. Next. Типа гжель. Не знаю, просто понравилась девушка и решила добавить тоже чего-нибудь такое загадочное, чтобы картинка была более интересной, что ли. Тут тоже рисовала просто из головы. Как видите, из головы у меня выходит что-то такое. Кстати, руки не такие уж и плохие. Тут тоже немного по пропорциям говно в плане рук. Короче, я вижу многие косяки. Если в последующем я буду использовать ее для масштабной какой-то работы, то, скорее всего, я немножко перерисую и поправлю вот именно эти моменты, чтобы они были более пропорциональными, потому что, конечно, анатомически человеку будет очень так сложно стоять, и чтобы руки были вот такие прямые, я вот даже сейчас не могу свою ладонь так выпрямить, чтобы у меня еще пальцы были ровные. Тут, кстати, я использовала белый маркер, чтобы выбелить глазное яблоко. Мне показалось, это будет интересно смотреться. Не знаю, как вам, нравится или нет. Вообще пишите, не знаю, комментарии. Заинтересовал вас мой скетчбук, заинтересовали вас работы, и хотели бы вы повторить какие-нибудь моменты в своих рисунках. Если да, пишите. Если вы не хотите признаваться, то не пишите, так и быть. Тут, короче, я не знаю, эту фотку я использовала. Не буду называть имен, не буду. Сделаем загадку. Короче, мальчика какого-то рисовала я. Вот девушка, кстати, я тут пометила карандаш Бринзел, какой-то цвет 746. Я выбирала, какую одежку сделать. Тут тоже, кстати, использовала белый маркер для того, чтобы, не знаю, было более интересно. У меня нет белого карандаша, который был бы таким ярким, потому что бумага, видите, не совсем уж прям тонированная, чтобы такие моменты можно было сделать очень яркие. Поэтому я взяла просто акриловый маркер, он такой был чуть-чуть подсушенный, и добавила вот такие акценты. Дальше у нас опять романтика, поцелуй и любовь. Кстати, очень удобно снимать видеоролики с карандашами, потому что они все время отсвечивают. Ну, в общем, вот, можете посмотреть на этот романтичный момент. Дальше. Тут у меня водопад. Как вы видите, вот так вот я обозначаю все тени, деталечки. Просто закрасила все сплошным черным маркером. Тоже, кстати, акриловый черный маркер. Тут я рисовала силуэты с фотографии. Там они были типа в купе. Мне просто понравилось, как мужчина обнимает девушку. Девушку, конечно, не видно, но мужчина-то, смотрите, какой прекрасный. Тут типа я подумала, может быть это вместить в пространство. Как видите, плохо я это сделала, поэтому у этого нет продолжения. Дальше, это тоже работа для будущей акварельной зарисовки, я так надеюсь, по крайней мере. Рисовала свою подругу, но изменила фон, решила добавить горы и зелени. Там определялась, какими цветами делать, ну именно какой тон. Выбирала небо голубое, либо персиковое. Определилась на том, что не хочу ни то, ни другое, поэтому тоже поставила на это на паузу. И просто работала пока тонально, выбирала, какой момент хочу выбрать больше. Наверное, вот это, кстати, где девушка будет акцентирована намного больше. Тут тоже просто цветочки, цветные карандаши. У меня есть два варианта этой работы. Выглядит они примерно так. Рисовала с одной фотографии, но, как видите, результат совсем другой. Это о том, как художник может работать с референсами и как их изменять. Тут я, кстати, пробовала смешать фиолетовый цвет из розового и голубого, как видите. Это можно делать заранее всегда, чтобы понимать, получится вообще какой-то прозрачный красивый оттенок или нет. Вот, тут уже получилась такая холодный рисунок. Тут решила занять место просто линиями. Тут Билли Айлиш, Беляш. Тут девушка похожа на русскую актрису, не помню, как ее зовут, но это была не она, была другая девушка, но получилась вот такая. Вот такой вот разворотик с Билли. Мне понравилось использовать некоторые фотографии, потому что достаточно интересные ракурсы, и в целом вот тут, мне кажется, очень получилось передать схожесть ее. Вот. Также использовала цветные карандаши и акриловый маркер. Видите, немножко
стерся карандаш. И вот отвечаю на вопрос, я никак не закрепляю, но планирую закреплять все работы в своих скетчбуках именно лаком специальным. Обычно, если я использую прям супер мягкий карандаш и знаю, что он 100% испортит работу прям сильно, то я стараюсь вырывать листочки и прокладывать между работами просто листочком, чтобы там не отпечатывалось на предыдущих страничках. Вот, это как совет. Тут я просто тренировалась, видимо, носы рисовать. Автопортрет. Вот выгляжу я примерно так. Это тоже я. Дальше. Думаю, это очень популярная фотография в интернете. Я решила просто добавить такие цветные элементы карандашиком. Первый корейский мужчина в моем скетчбуке, если вы не поняли. Там пойдет потом дальше еще больше, ребята. Это моя Sailor Moon, как вы поняли. Какая-то амебная на самом деле. Я вообще не старалась. Ну и хер с ним. Ну, вообще-то старалась, на самом деле. Просто она не секси и не супер такая сасная получилась. Тут просто какая-то зарисовка. Тут уже пошли цветные материалы. Просто карандашами начала делать какие-то зарисовки, накладываю друг на друга. Кстати, потом я путаюсь жестко, когда я рисую одновременно, да. Ну, получается, сначала нарисовала одно, потом другую, потом я уже... Мой мозг такой, так, я не вижу ничего. Так, это, кстати, уже с фотографии пошло, это тоже с фотографии. Очень нравится по цветам, очень нравится мне голубой карандаш. Обожаю. Сочетание с зеленым потрясающе. Еще плюс оранжевый, вообще контраст. Надеюсь, что все верно я сказала. Так, это просто мужчина, тут добавил просто маркер. И, ну, конечно же, слезы. Куда же без слез? Ему очень грустно. Вот такая вот, мне кажется, очень-очень удачная зарисовка вышла. Просто рисовала с фотографии, потому что заинтересовалась коленочками, да, как видите, очень симпатично нарисованы. Случайно абсолютно выбрала вот такие сочетания цветов. Сама от себя не ожидала, но если посмотрите, то плюс-минус то же самое сочетание и здесь используется, просто в разных пропорциях. Тут больше голубого, зеленого, а тут больше просто типа желтого, оранжевого, меньше голубого, зеленого. Вот и все. По сути, одинаковые карандаши, а выглядят как по-разному. Дальше. Тут уже более стрёмная, то есть вообще неудачная. Тут отпечаталась от маркера еще, мне было лень ждать, когда он высохнет. Я хотела дальше рисовать, понимаете? Неудачно вышло. Вот так тоже бывает, хотя плюс-минус тоже оранжевый, зеленый, но в пропорциях, как это распределено, выглядит вообще не очень. Ну, мне не нравится, по крайней мере. Вот, следующая тоже попытка, уже добавила фон небольшой. Короче, просто искала рандомные фотки в Пинтересте, чтобы попробовать потренироваться, рисовать фигуры, позы в движении и так далее. Это, как видите, сами понимаете, что. Кстати, скетчбук подходит к концу. Это, наверное, самый долгий обзор. Как видите, я никогда не жду, когда высохнет маркер. Потому что я все испачкала. Тоже не очень. Тут уже видно, как на меня влияет аниме. Как видите, этот силуэт точно прям аниме. Так. И пошло-поехало. Ребята, что со мной происходит? Меня просто поглотила эта культура. Я, кстати, рисовала некоторых персонажей с реальных анимешек, потому что мне хотелось понять, как они так рисуют сасных мужиков. Вот. Если узнали, кто это, напишите. А тут просто тоже рисовала позу мужскую. Тут пошло. Вот такая вот динамичная поза, если честно, получилась. Тут больше мужчин уже, конечно же. Тут просто не очень удачный рисунок, не буду задерживаться на нем. Ну, как-то так все это выглядит уже к концу скетчбука. Добавилось больше мужчин. Это я уже смотрю больше аниме, означает. Так. Это, кстати, вот этот рисунок переработанный. Тело рисовала с настоящей фотографии, именно позу, как там все вот это устроено, руки тоже. Лицо переделала. Прическу переделала и добавила вот такие всякие цвета, типа тени в реке. Вот. И почти крайний рисунок. Вот такой мужчина в корсете. Грудь я нарисовала очень плохо, просто какие-то черные точки. Камон, это не сиськи. Так. И последняя страничка. Вот такая вот девочка у нас, больная ветрянкой или скитлстрянкой. Вот это вот шуточка, конечно.
Все, ребят, смотрите, этот скетчбук я закончила 13 июня 2020 года, если вы не знали. Вот такой вот скетчбук вышел. Не знаю, понравился вам такой формат или нет. Если понравился, напишите комментарий. Если было приятно меня слушать, а если неприятно, то тоже напишите, что не так. Потому что я же хочу развиваться, улучшать свою речь, свою жизнь, свое качество жизни. Короче, ребят, ставьте лайк, влепите, пожалуйста. Можете дизлайк, если вам что-то не понравилось. Но если вам не понравилось, то, пожалуйста, напишите, что именно. Потому что тогда это будет бесполезно. Типа, вы просто поставите дизлайк, и я не пойму, почему. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Я буду очень рада видеть вас в следующих видеороликах. Такие скетчбуки. Они стоят, кстати, очень дешево, если не знали. Я их покупаю обычно в красном карандаше со скидочкой. Так что выходит рублей 250. Я считаю, это не очень дорого за такую стопочку страничек. Вот. Но если вы считаете, что это дорого, ну, можете написать, не знаю. Будет это иметь смысл и повлияет ли как-то на меня. Но в целом было бы интересно узнать, дорого ли 250-300 рублей для такого скетчбука. Всем пока! Пока-пока!